Всем привет и отличного настроения! Сегодня рассмотрим совсем недавно вышедшую модель квадрокоптера SGRC F22S, который пришел наконец на смену популярному SGRC F11S 4K. По крайней мере, наверное, так считают производители. А мы попробуем в этом разобраться и начнем с различий. Как и предполагалось ранее, спереди квадрокоптера присутствует датчик препятствий, который признан предотвращать нежелательные столкновения. Во время полета на экран смартфона выводится предупреждение о препятствии с указанием расстояния до него в сопровождении звукового сигнала. Пульт управления и внешне, и функционально сильно изменился в сторону удобства и эргономики. Чтобы его удобнее было хранить или переносить, стики теперь откручиваются и убираются в специальные пазы прямо на пульте. Можно отметить, что пульт имеет прорезиненные вставки для более удобного хвата. Держатель телефона убирается вовнутрь и тоже со всех сторон снабжен резиновыми накладками, чтобы не поцарапать телефон. В это же место убирается провод, который соединяет пульт со смартфоном. Наличие такого способа подключения очень удобная штука, так как избавляет от надобности подключения по Wi-Fi. Но такая возможность все равно есть, если вам так больше нравится. Подключение осуществляется по Wi-Fi 2,4 ГГц. Снизу присутствуют два сетчатых отверстия, такие же, как у F11, которые можно принять за ультразвуковые датчики. Но и в этот раз никакого функционала за ними нет. Возможно, они также заложены в конструкцию корпуса на всякий случай. Из нововведений снизу расположены два фонаря подсветки, которые можно использовать в темное время суток. Также есть оптический датчик, стабилизирующий полет, чего не было в F11. Аккумулятор теперь на 3500 мАч, что позволяет дрону летать в районе 30 минут. Напомню, что у F11 аккумулятор был емкостью 2500 мАч. Зарядка осуществляется через порт USB Type-C. Двигатели, естественно, бесколлекторные формата 1806. Они позволяют ему развивать скорость до 9 метров в секунду. Заявленная дальность передачи видеоизображения до 3,5 км. Расстояние это может отличаться в зависимости от условий зашумленности радиоэфира, но можно сказать точно, что половину этого расстояния, судя по испытаниям разных пользователей, квадрокоптер берет без проблем. Максимальная высота полета 120 метров, если использовать родное приложение. В интернете можно найти взломанные версии с высотой 500 и даже 1000 метров. Ссылки на них оставлю в описании, но летать так высоко я не рекомендую. Можно нарваться на сильный ветер или еще какие-то проблемы. Идем дальше. Камера осталась такая же, как и у F11S, на двухосевом подвесе и система электронной стабилизации изображения. При записи на карту памяти, которая вставляется в квадрокоптер, и фото и видео пишется в разрешении 3840 на 2160 пикселей, то есть 4К. При сохранении в телефон фото также пишется в формате 4К, а видео 1280 на 1720 пикселей. Записи туда и туда осуществляется одновременно. Карта памяти не должна быть ниже 10 класса, иначе видео может писаться с тормозами. Поворотом камеры можно управлять с пульта, присутствует управление жестами. Хотя этой функцией мало кто пользуется, если честно. Очертания квадрокоптера стали более округлыми, но если посмотреть на оба дрона сбоку, то они сильно похожи. Вес квадрокоптера 588 грамм. Полный набор интеллектуальных функций тоже присутствует. Кратко их опишу. Функция Follow Me или Следуй за мной. Благодаря ей дрон летит за вами на небольшом расстоянии. Полезно при съемке в движении. Движение по орбите. Квадрокоптер совершает облет по кругу выбранной вами точки и по выбранному радиусу. Движение по спирали. Этот режим похож на движение по орбите, только квадрокоптер постепенно поднимается вверх по спирали вокруг определенной точки. Режим также предназначен для эффективной съемки. Есть так называемый режим ракеты, который здесь называется Skyfly, то есть, наверное, полет в небеса. Дрон поднимается вертикально вверх, снимая под собой. Еще один интересный режим, который здесь называется Farfly. Квадрокоптер отлетает от вас, постепенно набирая высоту и держа вас в объективе. Тоже очень эффектная вещь. Движение по точкам. Дрон следует по GPS-координатам, которые вы ему задали в приложении. Return to home или возврат домой. Квадрокоптер самостоятельно возвращается на точку взлета по вашей команде или по разряду батареи. Он автоматически контролирует расстояние, на которое улетел остаток заряда батареи, чтобы в нужный момент вернуться назад и не упасть где-нибудь по дороге. Что могу сказать в заключении? Это не та модель, на которую стоит менять SGRC F11S 4K, если вы уже являетесь его счастливым обладателем. Ничего такого сильно выделяющего его на фоне предшественника здесь нет. Но если это ваш первый квадрокоптер, или вы решили сменить какой-то более древний и менее функциональный дрон на бюджетник для съемки фото и видео, это вполне неплохой вариант. Его смело можно рекомендовать к покупке. Ссылки на SGRC F22S будут в описании под видео. Если ролик был для вас полезен, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Правильного вам выбора и отличных полетов. Пока!